Приветики. Я купил билеты на концерт без наценки и с кэшбэком на МТС Лайф. Но сейчас я должен сказать: слушай, очень дорогие билеты пропадают. Может, сходишь со мной? Выбирай самые выгодные билеты на МТС Лайф. Без наценки и с кэшбэком. Сегодня в ролике мы разоблачим iPhone 16, постреляем из огнеметов и отправим iPhone в космос. Поехали! المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. Следующая очередь ведет прямиком к Apple Store. Чехол бить. Ну что, ребят, я в целом доволен. Получил свой телефон. iPhone 16 Pro Max. Что-то новое в этом есть. Теперь нет яблочек. Сразу видно новую кнопочку. Камера Control. Давайте разбираться. Что ж, я в пустыне. И ровно месяц назад я стал обладателем iPhone 16 Pro. И вот он у меня в руках. И скажу сразу, цвет полный отстой. Золотой цвет в принципе всегда был на любителя. А тут его еще зачем-то сделали флагманом. Но вот в базовых айфонах постарались на славу. Там все цвета офигенные. Мой любимый, кстати, розовый. Можете меня осуждать, но он хотя бы не такой унылый, как в Pro. Поэтому мой первый камень в огород iPhone 16 Pro — отстойный цвет. Знаете, ровно год назад я запускал свой iPhone 15 Pro в космос и благополучно его потерял. Кстати, на 1000 подписчиков в своей телеге я разыгрываю новые AirPods, поэтому подпишись. В этом году я не буду совершать эту дурацкую ошибку и запускать iPhone 16 Pro в космос. Я поступлю намного умнее и запущу базовый iPhone 16, ведь его не так-то жалко. Для этого нам понадобится специальный стратозонд, нашпигованный трекерами, камерой и аккумулятором, который будет это все питать. Парашют, который обеспечит мягкую посадку нашему айфончику. Просто гигантский латексный шар и... гелий, который поднимет наш iPhone на высоту в 30 километров. Погнали! Считанные минуты остаются до запуска, и мне остается лишь закрепить iPhone на аэростате. Надеваю его в свой любимый чехол УАК, это не реклама. Мне, понятное дело, УАК не заплатит за это. Фиксируем телефон, отправляйся в путь, мой друг. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся. А у нас все готово к запуску. 3, 2, 1... Стоп, а какие были еще изменения в дизайне, помимо новых цветов? В базовом айфоне изменения минимальные. Блок камер опять перевернули и добавили Action Button, главную фишку прошлогодней Pro модели. И в целом тут я без каких-либо претензий. У Pro модели экран теперь на 0,2 дюйма больше за счет уменьшенной толщины рамок и чуть более увеличенных габаритов самого айфона. Я скажу вам, выглядит экран действительно впечатляюще. Но есть один маленький нюанс, о нем чуть позже. Обратите внимание на корпус. Теперь он сделан из титана похуже, стал более глянцевым и просто отлично собирает отпечатки. Видимо, Apple пришлось пойти на это после удорожания производства из-за внедрения камера Control. Поэтому дизайн — это мой второй камень в огород 16 Pro. Из года в год Apple доказывает нам, что у iPhone одна из лучших, если не лучшая камера в индустрии. И это действительно так. Думаю, с этим будет сложно поспорить. В этом году Apple традиционно прокачали камеры. В базовый iPhone завезли макрорежим и добавили поддержку записи никому не нужного Special Video для просмотра на никому не нужном Vision Pro. В общем, инноваций тут мало. А что там с прошкой? Теперь она снимает в 4К 120 кадров в секунду, и это реально круто. Я люблю снимать слоумо на свой iPhone, и мой канал тому подтверждение. Только вот снимаю я их в HD 240 кадров в секунду. Я готов жертвовать качеством взамен на количество кадров. Для каких целей нужно 120 FPS рядовому пользователю, я, честно говоря, не понимаю. Ну что ж, хорошо, что я не рядовой. Сверхширокоугольная камера и макро снимает теперь в 48 мегапикселей. И это реально круто. И ребята из Купертино реально молодцы. Макро и сверхширик мы любим, пользуемся часто, и теперь фотографии должны стать в 4 раза качественнее. На практике они действительно качественнее, но не в 4 раза, но качественнее. Основная камера как будто бы не изменилась. Разница между 15 Pro и 16 Pro либо минимальная,
либо отсутствует вовсе. В общем и целом, не имея при себе высокотехнологичных телеобъективов вместо старой доброй пары глаз, разницы вы не заметите. В этом году Apple серьезно поработали с микрофонами. Они заверяют нас, что на него можно чуть ли не частушки писать. Прямо сейчас я делаю тест микрофонов на iPhone 16 Pro и базовый iPhone. Напиши в комментариях, чувствуешь ли ты разницу в звуке. Помимо этого, в редакторе видео, как на базовой, так и на Pro линейке, у нас появился новый инструмент. Называется он Audio Mix. Прямо сейчас у нас на фоне играет музыка. И давайте попробуем улучшить мой голос с помощью этого инструмента. Честно говоря, я не знаю, какой будет конечный результат конкретно тут, но я все равно считаю, что это очень полезная фишка. Особенно, если вы любите снимать вебинары на свой телефон. Камера Control. Несмотря на то, что это физическая кнопка, вы нигде не найдете, чтобы Apple называла ее кнопкой. Потому что в их понимании это больше, чем кнопка. Честно, я даже не помню, когда меня последний раз так бомбило с инновацией Apple. Обычно они реально прикольные, но не в этот раз. Уже все, кому не лень, раскритиковали эту кнопку. И, честно говоря, я тоже в их лагере. Абсолютно неудобно. Для того, чтобы призумиться, мне нужно в полсилы нажать эту кнопку, затем как дурак ее наглаживать. Все это еще и нифига и не плавно. А если снимаешь вертикально, так вообще мучение сплошное. Зумиться по старинке намного проще. Короче, пользоваться всеми этими приколами с глубиной экспозиции и прочим я точно не буду. Это банально неудобно. Единственное, что хорошо в этой кнопке, это то, что она вызывает камеру. Для того, чтобы реально быстро сделать фото, нам не надо тянуться к пункту управления и нажимать на иконку. Теперь просто нажимаем на кнопку камера Control. А вот уже саму фотографию делаем привычным для нас способом. Так удобно. Еще эту кнопку можно использовать в связке с Apple Intelligence, но в России он работать в ближайшее время не будет. Но ничего, как говорится, хомяки схавают. А что по аккумулятору? Ну, тут по классике. Из коробки заряд держит весь день. Но потом, я уверен, вам, как и всегда, придется заряжать его пару раз в день. Скорость зарядки стала чуть быстрее. Теперь iPhone поддерживает 45-ваттную зарядку. Но не торопитесь радоваться. 45 Вт — это пиковая возможная мощность. Так стабильно он будет потреблять около 30 Вт. Я, кстати, опробовал MagSafe нового поколения. И он действительно выдает 25 Вт мощности вместо 15 Вт в предыдущем поколении. Давайте поговорим немного про защиту. Мой выбор — это UA. Всю жизнь их покупал и никогда не жалел. Вы бы только видели, как у меня телефон иногда смачно падает. Но суть не в этом. У этого чехла, как и у 99% других чехлов, есть одна большая проблема. Это вырез под камера Control. Пользоваться и без того неудобной кнопкой становится еще более неудобно. Палец постоянно попадает в грань чехла. Пользоваться — сплошное мучение. Мой совет — поискать чехлы со встроенной кнопкой. Такие как раз делает Apple и пару других производителей. Я же думаю, что через пару месяцев их станет сильно больше. В таких чехлах палец скользит как надо. Это, кстати, чехол от дочерней компании Apple Beats. И выглядит он весьма себе хорошо. Но также хорошо он собирает отпечатки и царапины от падений. С защитными стеклами все немного интереснее. Купил народное стекло Remax. А там, извините меня, рамки закрывают половину камера Control. После этого я попробовал пару других стекол с рынка. Но у них у всех была та же проблема, которая по сути лишала меня главного дизайнерского изменения в iPhone. Поэтому мне вновь пришлось идти в Apple Store и клеить стекло от Belkin за $40. На нем рамок в принципе нет, но после того, как я засунул его в свой любимый чехол UA, оно начало отклеиваться и пошли пузыри. Короче, я реально не знаю, какое стекло клеить. Стекла с рамками закрывают часть дисплея, а дорогое стекло из Apple Store не хочет дружить с чехлами. Может, вообще нафиг это защитное стекло? Все-таки тут керамик Shield второго поколения. В общем, я запутался. Ну что, ребят, я считаю, уже хватит, наверное, томить. И давайте запустим iPhone в космос. 3, 2, 1. Перед тем, как я его отпущу, пожалуйста, подпишись на канал, поставь лайк и прямо сейчас напиши в комментариях, выживет ли iPhone. Страшно, ладно. Лети, ужас, его пульнуло. Лети, Стэнли, лети! Только легенды знают, из какого это фильма. Охренеть, мне кажется, мы перекачали гелия. Пиздец, его так колбасит, что мне кажется, он может и проткнуть шар. Блин, честно, он очень стремительно летит. Мне кажется, мы не учили скорость ветра. А все, я его уже не вижу. Все, он за облака вот там отошел.
Ну, кстати, в момент запуска трекер прислал мне сообщение, и его стартовая скорость была 40 км в час. Как будто бы это очень внушительно. Мне кажется, я чуть-чуть переборщил с гелием. В то время как, находясь на Земле, мы не понимали, что с нашим айфоном, наш стратозонд уверенно держался на высоте 15 километров. Он плавно набирал высоту и, кстати, взлетел уже выше, чем летают пассажирские самолеты. Так, что дальше делать будем? Ну, понятное дело, никаких сообщений с трекера у меня нет. Ведь, как известно, в космосе нет сотовых вышек. Поэтому я предлагаю на опережение отправиться в предполагаемую зону падения. И там ждать наш заветный зонд. Погнали? Ходу. Я за зондом, ребята. Блин! Ну а пока мы стали двигаться в сторону зоны посадки, зонд достиг невероятной высоты — 25 тысяч метров. Пускай его, конечно, немного раскачивало, но виды все равно были просто изумительными и по-настоящему космическими. Прямо сейчас наш iPhone стремительно падает, и здесь уже вся надежда только на парашют. Только он может существенно снизить скорость падения и спасти наш iPhone. Самое главное, чтобы iPhone приземлился в зону покрытия сотовой сети, иначе мы никогда не узнаем, плоская ли Земля на самом деле. Я очень надеюсь на то, что посадка будет максимально мягкой и спокойной, и никак не навредит моему iPhone. Интересно, спасет ли чехол УАЗ? Самое главное, чтобы зонд ни в коем случае не приземлился на дерево. Блин, будет смешно, если так окажется. Найти iPhone в тот день нам так и не удалось. Мы решили дождаться рассвета и отправиться в поиски на следующий день. Друзья, путь был тяжелый, невероятно. Мы шли буквально через реку, через болото, через непроходимые деревья. Господин Бабич, покажи, пожалуйста, вот эту картину. Честно, вы даже не представляете, я, возможно, сейчас устал, выдохся, но вы не представляете, насколько я рад. И моя искренняя реакция, опять же, есть в телеге. Сейчас, ну, простите, но мы записываем как есть. И я не вижу, где iPhone. И мне безумно интересно понять, упал он где-то там, или он сейчас валяется здесь, и надо его искать. Теперь, с вашего позволения, я пройду к своему зонду. Ой, простите. Так, главное не затоптать iPhone. Интересно, камера-то жива? Нет, это моя добыча. Вот шар, парашют есть. Смотрите, показываю. Телефон был, ну, как бы вот здесь вот, да? И как бы оно все отлетело. Вопрос, давайте его отряхнем. Камера есть. Ты смотри, как его погнуло. И тут, ё-моё. Так, достаем камеру. Ну а теперь будем копать в поисках айфона. И я вам обещаю, без него я отсюда не уйду. Так, надо очень аккуратно. Айфончик. Ты где? Я честно копал, прикладывал большие усилия. И потом мне в голову пришла мысль, почему бы не посмотреть запись с камеры и понять, где вообще лежит здесь iPhone. Я посмотрел запись с камеры. Где iPhone? Что ж, когда мы запускали iPhone в космос, мы верили, что он станет героем, который сумеет покорить космос и вернуться домой целым и невредимым. Но на 25 тысячах метров начался настоящий хаос. Ветер со скоростью сотен километров в час, турбулентность, резкие вращения. Это стало роковым испытанием. Шар с гелием словно взбесился, и наша конструкция с iPhone начала выкручивать мертвые петли, вращаться и биться прямо о шар. Ну и в какой-то момент космическое приключение для iPhone подошло к концу. Конструкция, которая его держала, к сожалению, не выдержала очередного удара о шар, и iPhone сорвался. Теперь он падал вниз, словно комета, и мы уже никогда не узнаем, смог ли он пережить это падение. Что ж, давайте подводить итоги. В этом году разница между Pro и базовым айфоном как никогда минимальна. И единственное их глобальное отличие — это 120 Гц. Камера, процессор, функционал. По сути, везде одинаковый. А я во второй раз потерял свой iPhone. Несмотря на то, что мы всеми правдами и неправдами нашли этот зонд, айфона там не оказалось. Ведь, очевидно, моя конструкция дала сбой. Выводы сделаны, и я надеюсь, в следующем году мне повезет с новым iPhone 17. В любом случае, я бы хотел поздравить вас с наступающим Новым годом и выразить слова благодарности за актив под моим предыдущим видео. Мне безумно приятно. Мы с Бабичем вкладываем невероятное количество сил в создание таких видосов и искренне хотим продолжить радовать вас ими в Новом году. Нажми палец вверх, поставь этот колокол и обязательно напиши в комментариях, какой подарок ты бы хотел получить от технологичного Дедушки Мороза в Новом году. Лично я бы попросил положить небольшой скромный подарочек в виде 100 тысяч подписчиков на моем YouTube-канале. Подпишись! И возвращаясь к главному вопросу. Нужен ли вам такой iPhone? Решайте сами.